очень длинный лиазон и потом длинный спецучасток по всяким камням. То есть он не быстрый. Я не рад вернуться в камни, потому что это шанс провести много колес, их менять. У нас их не очень много в запасе. И потом ехать, если ты уже пробил 2 колеса, очень сложно. То есть нет права на ошибку практически. Go. Пока прямо по треку 360 градусов. 3, 2, 1, go! Four Ks in this road, 4Ks. Окей. Okay. Курс пойдет левее на 330. Есть курс. Аккуратно. Вот оно. Вот. Нормально. Можно так, что Да, можно хорошо улететь. 300 метров, опасность 2, яма, ступенька вверх, бугры. Опасность 2. Вижу опасность 2, да. Блин. One. Here. Here. Perfecto. 300 метров, бугриста, опасность 1. Принял. Опасность 1. Вот здесь он и прилетел. Опасность 1. Ну что, мы на зоне нейтрализации. Сколько мы пропилили уже? 180. 180 километров пропилили. Камни жуткие просто. Не знаю, как колеса не оставили, но ехали очень аккуратно. По дороге на подъеме одна машина перевернутая лежала сначала. Пришлось объезжать. Вот. По-моему, овердрайв какой-то. И дальше примерно на середине где-то спецучастка, да, валялась еще один овердрайв. Ну, вдребезги тоже. Непонятно, вроде участок не быстрый, а повреждения у машин просто, не подлежит восстановлению. Рутбук плохой, да, много опасностей, которые вообще можно не прописывать было, они записаны. И было пару ям, которые, прям можно было разложить машину, их не было в рутбуке. Ребята стартовали за нами сколько, 10 минут, да? Да. 10 минут до сих пор нету, мы на зоне нейтрализации стоим. Может быть, колеса? Рикардо каждый день пытается менять форсунки, катушки, проверяет маппинг. Машина не показывает никаких ошибок, но в то же время она никуда и не едет. Проблема повторяется, мотор троит, двоит, и никакой скорости у нас нет. Сейчас вот думаю, может быть, поменять компьютер, потому что это действительно опасно для двигателя продолжать гонку в таком режиме. Цилиндр прогорит и все. Окей. Wait. Will you do it yourself? Yes. Okay, fine. Check K. We had a green key here. Yes. But the problem is the K. What do you think? We need another key or what? Yes. Do you have one? No? No program for this. When change the computer, program only 1K. Мозги начинают работать нормально только после того, как машина немного постоит. Чем дольше выключен двигатель, тем дольше потом она работает без ошибки.
Мы уже не можем стоять каждые 15-30 минут. In 200 meters you have one jump. Be careful here. Окей. Сейчас Рикардо пробует менять давление в топливной рейке. Мы тут круги нарезаем, делаем тест. Он думает, что из-за давления в топливной рейке у нас возникает эта проблема. Что дальше делать, не знаем. Проблему эту не могут решить уже 5 дней. Сейчас вот будем небольшие. Не будем спускаться, Не будем, аккуратно. поэтому чуть-чуть темп будет выше. Ну, просто. Здесь такие, они маленькие. Курс 83. Ricardo, what are you doing? No, cambiando los inyectores. Echando inyectors. Метров до финиша. Еще. Что? Все, тормози. Все. Ну что, мы уже на базе, на биваке. Наш ассистент еще не приехал. Вот, поэтому пока идем в столовую, покушаем. Вот сегодня нас несколько раз обгонял, на рогах ехал, в итоге притащили. Бывают моменты, когда ощущение, что действительно можем нажать посильнее и как-то пободрее ехать. Но как только начинаешь поднимать темп, машина эти так сделана, что малейший какой-то удар, малейшая ошибка сразу поломка, причем серьезно. Такая, надолго, на несколько часов. Сидим пока, ждем вас. Вечер добрый. Добрый. Вечер. Нормально вы двигаетесь. Это ингаляция, чтобы не заболеть. А то на улице. О, хороший. И вот эти вот каменистые, вот эти вот все и вот это вот русло каменное. Они вас обгоняли, да? Они как утюг едут просто. Да, всё, пофигу. прямую линию прокладывают, они вот так же поверх этих кустов все смотрят. И мы пока там они начинают ехать, обгоняют нас. Столб пыли, он никуда не уходит. И мы только разгонимся, начинаем подходить к той машине. Сзади па-па-па-па-па-па-па-па. Это где вы ехали? Мы ехали нормально, все ровно, не были ничего. Видишь, это вот когда чуть позже начинаешь стартовать и чуть раньше, попадаешь в такой Замес, да. замес, и ты едешь в этом говне просто на километров в час. Да? И делать не можешь. У нас вот так и было, только мы разогнались, сзади опять грузовик. Да. За ним 500 метров вот этот Пиздец, шлейф пробку, из да, пыли. Тошнишь, Всё, да. её И там резать, сдувает там вообще. резать негде вообще, там обрыв слева. Подожди, а ты-то что рассказываешь? Вы-то на машине едете. Да. Вписался тут и жалуется на жизнь. Ладно, бля, я не понял. У вас хотя бы тепло в кабине. Я, знаешь, как каждый день мы едем, я такой, мне вот сбоку только, знаешь, щелочка есть в этой форточке, которая сдвигается, и с нее в ухо мне сдует. И я такой думаю,
Ёпс тудей, мне ладно в ухо дует, эти едут, у них вообще стекол. Ты едешь, а? Будили? Бродер. Осталось чуть-чуть. Кто ходит в гости по ночам, тот поступает мудро. Нормально. Нашли наши искать. О, Они уже давно стоят, видимо. А мы тут... а мы тут ходим, мерзнем. Вон нас, финишем. Как? Да мы хорошо. Чего вы-то? Никуда не где-то километрах на 50-60 она начала троить, как вчера. Ну, я подумал, ну и хер с ним, пропердиться может быть. А оно резко так хуже. Минус один цилиндр, минус второй. Но у меня это было. У меня тоже техника BRP дома разная. Когда минус горшок и начинаешь долго ее маслать, мотор кончается. Может поршень прогореть или клапан. Я Рикардо, мы с умными мыслями поделился, он говорит, конечно, мы кончим мотор. Что делать? Ну, машина сама подсказала, что делать, она просто перестала ехать. Доблевали до нейтрализации, там стоит South Racing и кого-то из своих обслуживает. Рикардо говорит, ага, стоять. Мы в них вцепились, Шарлотта с компом давай быстро маппинг проверять, там комп, это ошибки все снимать. Рикардо побежал, механиков вытряс, короче, нам дали 3 катушки, 3 свечи, 3 инжектора новых. Мы это все захерачили в машину, эти там что-то поковыряли. Она, сука, поехала. Трек был прописан так, все резали по-другому, немножко не по роутбуку, и там была где-то ступенька, наверное, ступенька 2 или 3. А в роутбуке вообще ничего нет, потому что она чуть-чуть по-другому должен быть маршрут идти. И все туда, хоп, и грузовик там чинился, тоже в эту ступеньку улетел. Стариковича видели? Желтый овердрайв. Видели, да? Стоящего. Да, А ты видел? Он не чинился. У него он тоже в такую же промойну начал резать. Оторвало переднее колесо. Я смотрю, я его знаю просто. Рома что-то стоит со спутником, базарит один. Мы дальше так мимо него проезжаем. Он еще все нормально. А потом смотрю, метров 300. Дальше машины, штурман идет куда-то. Я думаю, срать пошел, что ли. А потом смотрю, еще дальше метров 100 за ним колесо лежит. Они его вырвали, а ну как Нас обгоняли, мы берегли ремень, но потом мы всех обогнали, кто нас обгонял, потому что все меняли колеса. Вот, мы доехали. Сложная довольно навигация была, но все взяли, все точки. Если бы еще техничка с автодомом вовремя приезжала, вообще было бы классно. А то негде спать, помыться, и уставшие просыпаемся на следующий этап. А завтра марафон. Нам надо было починить машины на завтра, чтобы они были в идеальном состоянии.